Птица помогает слону прорвать абсцесс, но через несколько дней происходит нечто ужасное. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Посреди сурового, беспощадного сухого сезона в заповеднике Амбосели, Кения, земля растрескалась под палящим солнцем. Лишь несколько мелких луж воды еще удерживались в низинах, словно последнее дыхание умирающей реки. Взрослый слон медленно хромал через выжженные равнины. Его правая передняя нога была покрыта большим, болезненным красным абсцессом. Боль мешала ему двигаться, он не мог находить достаточно еды и воды каждый день. Постепенно он отстал от своего стада, становясь одинокой тенью посреди бесплодных пустых равнин. Его глаза были грустными, уши безвольно опущены, как будто он нес на себе груз долгого отчаяния и истощения. Но вдруг черная птица с длинным изогнутым клювом опустилась рядом и приблизилась к его ноге. Это была любопытная птица, внимательно разглядывающая воспаленную опухоль на гигантской ноге. Птица подошла ближе, наклоняя голову в разные стороны, а затем осторожно коснулась клювом нарыва. Неожиданно она резко клюнула, и натянутая кожа лопнула. Желтая жидкость потекла на землю. Слон был ошеломлен, но почти сразу почувствовал, как резкая боль отступает, принося облегчение. Он попробовал сделать короткий шаг. Давление под ногой уменьшилось, хотя тупая боль все еще сохранялась. Птица продолжала клевать, помогая вытечь оставшейся жидкости, снимая напряжение. Слон медленно помахал хоботом, словно выражая благодарность. Птица тихо защебетала и взлетела в небо. В ту ночь слон спал дольше обычного, чувствуя, будто спасение наконец пришло. Но всего несколько дней спустя рана вновь опухла и покраснела, а боль распространилась по всей ноге. Появился неприятный запах, желтый гной просачивался наружу, делая невозможным стоять или ходить. Слон мог только лежать неподвижно у пересыхающей лужи, пить маленькими глотками, чтобы пережить день. Солнце беспощадно жгло его спину, а вокруг раны роились мухи и насекомые, усугубляя страдания. Он молча ждал, словно надеясь на чудо посреди отчаяния. И чудо случилось. Одним утром, когда рассвет медленно разливался по саванне, два рейнджера, Итан и Майкл, патрулировали высохшие источники заповедника. Издалека они заметили огромное серое тело, лежащее неподвижно у кромки воды. Подойдя ближе, они увидели, что это взрослый слон с тяжелой раной на ноге. Его усталые глаза и прерывистое дыхание показали, что он страдает уже много дней. Итан опустился на колени, проверил пульс и температуру тела. Майкл немедленно вызвал экстренную помощь по рации. Они принесли чистую воду, влив ее в хобот слона, чтобы тот смог сделать несколько драгоценных глотков. Издалека послышался звук двигателя. Приближался спасательный автомобиль. Команда действовала слаженно. Брезент, веревки и осторожные движения. Они помогли приподнять слона и погрузили его в специальную машину, сделав все, чтобы ему было удобно. Майкл сел рядом с его головой, все время проверяя дыхание и состояние. Когда они прибыли на станцию рейнджеров, ветеринар уже ждал. Провели тщательный осмотр. К счастью, абсцесс не достиг кости. Потребовалась дезинфекция и наблюдение. Медсестры очистили рану, удалили мертвые ткани и аккуратно перевязали ее стерильной марлей. Слону ввели антибиотики и обезболивающие. Его поместили в просторный амбар с полом из сухой соломы и крышей, защищающей от зноя. Рядом поставили ящик с сеном и бак с чистой водой, чтобы он мог пить и есть, не вставая. Через несколько дней дыхание слона стало ровнее, а в его глазах появилось отражение новой надежды. Итан и Майкл улыбались, наблюдая, как слон впервые осторожно двигает ногой. Через неделю он уже стоял и спокойно жевал сено в амбаре.
Врачи увеличили рацион, добавив больше фруктов и овощей, чтобы ускорить восстановление. Каждое утро Майкл выводил его во двор, чтобы тот погрелся на солнце. Теплые лучи касались его кожи, улучшая кровообращение и настроение. Он наслаждался прохладной водой, которую рейнджеры разбрызгивали по его голове и спине. Он мягко махал ушами от удовольствия, а кожа вокруг раны становилась крепче и чище. Через месяц рана полностью закрылась, и следов инфекции не осталось. Пришло время вернуть его на волю. Итан и Майкл подготовили специальный транспорт и осторожно направили слона по деревянному пандусу. На пути к равнинам он часто поднимал хобот, вдыхая знакомый запах ветра. Когда дверь машины открылась, он медленно вышел наружу, вдохнул аромат сухой травы и влажной земли. Полуденное солнце золотило его морщинистую кожу. Он издал глубокий, могучий звук, будто прощался и благодарил. Он уверенно сделал несколько шагов вперед, оставляя за собой глубокие следы в мягкой земле. Итан и Майкл стояли неподвижно, наблюдая за ним с гордостью и тихой радостью. В их сердцах жила не только радость от спасения, но и осознание того, что они сохранили частицу дикой жизни. Они знали, даже если больше никогда не встретятся, связь между человеком и животным останется навсегда. Слон продолжил свой путь. Его фигура постепенно уменьшалась среди обширных лугов. Над ним пролетела стая черных птиц, словно возвращая его к свободе. Вдалеке показались тени других слонов, медленно движущихся навстречу. Он остановился на мгновение, помахал хоботом и пошел быстрее к стаду. Гул их переклички разнесся по равнине, разбивая тишину дня. Теперь он больше не был изгоем, а вновь стал частью великой семьи. Итан и Майкл вернулись на станцию, неся с собой простое, но полное счастье. Солнце медленно садилось, оставляя за собой оранжево-розовое небо. История о слоне и черной птице еще долго будет звучать у вечерних костров, как напоминание о хрупкости жизни и о том, что даже в сердце пустыни доброта способна вернуть свободу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.